Итак, друзья, вот такая вот ЦФ-ка приехала 2015 года, X8, к нам в работу. Человек ее приобрел и сразу привез к нам на обслуживание. Вот в таком вот состоянии она. Требует глобальной химчистки, а также по технике. У нее много-много нареканий. Но в частности у нее загнут рулевой вал, проблема с подвеской, мы будем менять ступичные подшипники, менять трос по мелочи, то есть будем обслуживать все самое необходимое. У нее проблема с вариатором, вариатор издает неприятный звук, вот такой вот. Вот такой вот звук он издает, как бы это у нас будут меняться подшипники, вариаторы, сальники и муфта сцепления. Также будем обслуживать суппорта, приводить технику в порядок, латать дыры. Ну и делать так, чтобы квадроцикл ездил дальше без нареканий, но с минимизированными вложениями. Так, приступим. Сейчас будем снимать весь пластик, после чего его повезем на мойку, будем отмывать тщательно, потому что вот это, конечно, все плачевная ситуация. Начнем. Итак, друзья, сняли пластик с нашего X8. Вот в таком он сейчас состоянии находится. Значит, что мы обнаружили? Мы обнаружили, что треснула рама в двух местах. Спереди еще не видели. Жуткая течь двигателя с обоих сторон. Передок вроде бы сухой. Также мы видим, что у нас рулевой вал загнут. Рулевая сошка откручена. Болт откручен рулевой сошки. Радиатор течет полностью весь. Масло прям обильно стекает. Значит, по коробке сказать ничего не могу. Колеса болтаются. Крестовины болтаются. Суппорт в аду. Не обслуживался ни разу. Передние суппорта еще не трогали. Сейчас повезем на мойку отмывать. Это чудо. Ну, сзади это вообще отдельная история. Все болты отламывались, они не откручивались. Но это предсказуемо было. К квадроциклу относились очень плохо. Вот такой вот квадроцикл у нас. Удивительно, основной тормозной цилиндр вот в таком состоянии, он не течет. Вот это было, конечно, удивительно, что в таком состоянии находится и нет подтеков. Тросы все в аду. Редуктор течет. Задний редуктор сухой, по всей видимости. Да, задний редуктор сухой. Но рама, конечно,
не в очень хорошем состоянии. Единственное, что сохранился, это управление электроусилителем в более-менее хорошем состоянии. Но я так понимаю, его меняли. Ну, соответственно, жидкости не хватает. Люфт в руле. Люфт в руле неплохой. Но клеммы все, я думаю, не надо говорить. Клеммы все тоже в земле, в воде, в окислах. Но задача стоит в реле лебедки в аду. Но задача стоит просто привести более-менее в порядок, чтобы квадроцикл ездил. Поэтому будем минимизировать расходы и приводить квадроцикл в порядок. Но тщательные мойки ему не обойтись. Вот столкнулись с такой темой. Но кардан, понятное дело, в аду весь болтается. Это понятно. Но есть одна фишка еще. Мы заводим квадроцикл. Механизм включения полного привода жужжит на приборной панели, подсказывает подключение полного привода, а полный привод не работает. Вот будем сейчас разбираться, что у нас недовключается, и будем разбирать редуктор, потому что такого быть не должно. То есть классическая тема — это отрубается сам механизм включения электрический, то есть он не жужжит. Если он не жужжит, естественно, он подключаться не будет. А в нашем случае механизм жужжит, но редуктор не подключается, передний. Передний пустой редуктор. И вот мы видим, металла сколько накопилось здесь. Не очень хорошо. Почему масла в редукторах нет, непонятно. Передний редуктор. Из-за того, что масла не было, тут как бы плохие дела, его клинит, он не крутится. Вот так вот он должен крутиться, а его крутишь, он клинит. Вот, все. Короче, есть вариант. Вот есть редуктор, но у него корпус разбит, но у него все целое внутри, все новое практически. У него он открутился просто, у человека. Поэтому можем все внутренности поставить от этого редуктора. Будем ставить основной тормозной цилиндр, менять все суппорта, ставить прокладку клапанные крышки, свечи новые, муфту сцепления, сальники, подшипник крышки вариатора, крестовины, ступичные подшипники. И выправлять будем руль. Все-таки клиент решил не покупать новый рулевой вал и руль, а будем его выправлять. Но клиент всегда прав, поэтому будем выправлять. С рулевой рейкой, с рулевой сошкой все понятно. У нас соскочила нижняя часть, это у них болезнь. Поэтому сейчас попробую показать. Вот что у нас происходит с рулевой
сошкой. Не просто болтается. Так что начинаем с карданов. Сейчас подвесим его, снимем ступицы. Пока ступицы прессуют, будем снимать карданы. Сняли ступицы. Что мы видим? Вот такую вот ситуацию. Это не есть пут. Здесь то же самое. У нас стабилизатор болтается. Это не есть гуд. Будем менять. Ну, косточки здесь сами за себя говорят. Поэтому будем сейчас работать. Удивительно, что втулки вроде более-менее живые. Но вот это, конечно, круто. Все запрессовано. Новые крестовины везде стоят. Подшипники новые. Значит, по редуктору все собрано. Вот эта часть редуктора у вас внутри была разбита. Поэтому поставили одну половинку от того редуктора. Подкрасили раму ему, так как она была до жути ржавая. Установили кардан. Сейчас поставили новые крестовины, которые шприцуются. Все затянули, установили новый суппорт, так как старый у нас уже был непригоден для использования. Он выглядел вот так вот. То есть он давно уже не работал. Поршня все в ауте. Сейчас меняем муфту вариатора, муфту сцепления. Муфта сцепления ставится, напоминаю, стрелочкой вовнутрь. Вот стрелочка. Не знаю, видно, не видно. Вот стрелочка. И стрелочка ставится вовнутрь. Чтобы не переделывать, не перебирать заново, устанавливаем сразу корректно. Также две прокладки новые ставим и притягиваем. Готовили к установке крышку, зачистили ее всю полностью, поставили новые прокладки и сейчас будем устанавливать ее на двигатель. Вот такая жидкость, друзья, должна быть белого цвета. Но так как у нас в трубках все равно еще остается немножко старой жидкости, она мешается, поэтому она немножко вот желтизной отдает. Перешли к замене прокладок клапанной крышки. Что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили то, что у нас уже критически растянута цепь. И по-хорошему ее необходимо уже менять. Здесь она растянута сильно. Натяжитель уже практически вывернут весь. Сейчас скажем клиенту об этом. Если он сочтет нужным, мы будем ее менять. Обслуживаем лебедку X8. Вот в таком она состоянии. Смазки она давно не видела, все в ржавчине, сухое. Сейчас будем чистить шестеренки, набивать смазкой заново и собирать. Итак, друзья, продолжаем ремонтировать нашего X8, которого привезли в удручающем состоянии. Мы его отмыли, начистили, обслужили. Сейчас произвели первый запуск.
В начале ролика вы видели, какие издавал он звуки, какие в двигателе были звуки при запуске и работе двигателя. Сейчас мы вот запускаем двигатель. Слышим, что наш двигатель работает как часик. Никаких посторонних звуков, никаких скрежетаний металла у нас нет. Дроссель вычищен. Работает все четко, как новый. Руль выправили, полностью намазали, набили смазкой, все идеально крутится, без каких-либо повреждений, никаких люфтов нет. Новые суппорта, тормоза идеально работают, как должны работать на нормальном квадроцикле. Подвеска вся прошприцована. Сейчас везем его на арматурные работы. И после этого везем на мойку. И после мойки уже будем собирать двигатель. Ой, собирать пластик. Едет на арматурные работы. Полный привод работает. Теперь. Итак, друзья, подошел к завершению наш ремонт X8. На нем были, конечно, выполнены колоссальные работы, достаточно короткие сроки. На нем был отремонтирован двигатель, вариатор, поменено масло, поменены патрубки масляные, прокачана система тормозов, поменены все суппорта, поменены ступицы, отремонтирована лебедка, установлен новый трос, установлен кенгурятник, его не было, выправлен руль, поставлена защита. В общем, сделано очень много. Поменяли редуктор, отремонтировали карданы, заменили крестовины, прошприцевали, восстановили раму, убрали всю ржавчину, поменяли главный тормозной цилиндр, поменяли муфту вариатора, слайдеры, грузики. Ну, то есть квадроцикл стал жить, стал по-другому вообще работать. Одна мойка чего стоила, он был просто весь в земле в адской.
Поставили заглушку на подножку, потому что колесом протерло подножку. В общем, сделано очень-очень многое.